Слава Украине, привет всем от Полонского. Новости на 9 мая. Да, 9 мая. На Москве пошел позорный парад войск недобитых в Украине с техникой, которую они там в Казахстане или еще где-то одолжили. Короче говоря, позорище было несусветное, весь мир смеялся, куча диктаторов съехалась, стояли в защищенном от дронов вместе, короче говоря, перепуганное, Пуйло было испуганное, спряталась за спиной дядюшки Си. Остальные там приехали диктаторы из экваториальной Гвинеи, еще откуда-то из Буркина-Фасо. Ну, короче говоря, это все выглядело глупо, нелепо и вообще как-то, ну, позорно, да. Самый позорный, наверное, парад победобесия и всех победобесий, которые были в столице победобесий, да. Ну, там не о чем даже разговаривать. Дальше, а вот теперь интересные новости. Значит, по поводу санкционного давления. Англичане ввели санкции там против нескольких компаний, которые занимаются российским теневым флотом, против нескольких людей, которые этим занимаются, а также против 101 танкера российского теневого флота. Это хорошо, то, что они это ввели, в принципе, да, нормально. Единственное, что сейчас цена Юралс упала настолько, что в этих санкциях, ну вот на сегодняшний день смысла нет, потому что ну, они бы были действенны в другое время, когда цена на нефть была выше, и рашисты продавали свою нефть дороже 60 баксов, Юралс, да? Сейчас цена Юралса меньше 50. Понятное дело, что она входит вот в это ограничение 60, и особых никаких проблем с продажей такой нефти нет. Другое дело, что заработка на ней у рашистов тоже нет. Вот. Ну, так что они, собственно говоря, можно сказать, что они по себестоимости свою нефть отдают сейчас на Запад, или там еще куда-нибудь, в Китай, в Индию, с тем, чтобы там из нее производили горючее. Вот, собственно говоря, и все. Но, в принципе, это позитив, что, да, англичане ввели, просто еще раз говорю, вопрос в какой момент. Цены на нефть низкие, но и никакого нет такого, знаете, позыва к тому, чтобы они когда-нибудь в ближайшем будущем выросли. Вот и все. Дальше. Мерц пригрозил России новыми санкциями, если они не согласятся на предложение Трампа о 30-дневном перемирии. Да, и он об этом написал. Собственно говоря, он сказал следующее. Если этого не произойдет, то есть вот этих 30 дней перемирия, Путин не пойдет, мы, не колеблясь, пойдем на дальнейшее усиление санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки. То есть, ну, он сразу довольно-таки решительно берется за Россию, из-за санкций и т.д. и т.п. Ну, посмотрим. В принципе, это то же самое, что он и говорил. Мерц, когда была избирательная кампания. Ну и Трамп. Трамп, он, как всегда, и что-то хорошее, и что-то плохое, и глупости наговорил, и так далее. И интересного. Значит, Трамп предложил это 30-дневное перемирие, которое вот сейчас 3 дня там Путин объявил, но вы же прекрасно понимаете, во-первых, оно не соблюдается, то есть пуляют они кабами аж много. На фронте стрельба. Вот, атаки идут рашистов. Ну, так, в тылу более-менее у нас более-менее спокойно, просто шахеды не летают. А так, ну, перемирия как такового нет. Да, Трамп потребовал от Путина перемирия, а если нет, то же самое угрожает санкциями, но уже в открытую. Ну, то есть тут посмотрим, насколько решительности Трампа схватит и влупит ли он Путину санкции. Если он влупит, то и Евросоюз новые санкции, соответственно, всандалит. Это будет хорошо, опять-таки, смотря какие санкции и смотря как они их будут соблюдать. Если будут жесткие санкции, прежде всего в отношении нефтяной промышленности, ну так, конечно, почему нет? Это замечательно и было бы очень хорошо. Но еще раз говорю, посмотрим. Вот, и, значит, ну и Трамп не будет Трампом, если не скажет какую-то глупость. Значит, во время интервью американской прессе Трамп выдал ну, очередную, я даже не знаю, как это назвать. Значит, Трамп призвал пообещал ввести 100% пошлину на авторитарную страну Маттел, возглавляемую деспотом и предателем. Я чуть не понял. А где-то он такую страну изобрел, Маттел?
Кто-то когда-то слышал о такой стране? Я что-то не очень. Да хорошая, наверное, страна для санкций была бы, да? Вот, если бы она существовала, конечно. Но что-то она Трампу, короче говоря, не понравилось. Вот, и Трамп решил сандалить ей, как, короче говоря, санкции. Вот, осталось ее только создать. Да? До этого самые жесткие санкции они вводили против пингвинов с острова Макдональд. Вот, но видите, вот теперь вот еще вот страна Мотел. Да, если кто не верит, внизу в описании к данному ролику есть ссылочка, как раз можете посмотреть, как он введет санкции в отношении этой страны. Вот, страна Мотел, конечно, переплюнула пингвинов. Вот, ну и, конечно, мотелисты будут, или мотельчане, матлюки. Да, матлюки теперь получат очень жесткие санкции. Вот, они, конечно, в печали. Но осталось их изобрести. Да, и еще один интересный момент. Это такой, знаете, азербайджанский ханжал в спину. С сегодняшнего дня в Азербайджане термин «Великая Отечественная война» больше не будет использоваться. Его сменит фраза «Вторая мировая война». Для Азербайджана есть только одна Отечественная война. Это 2020 года за освобождение Карабаха. Вот так вот. Это официальная информация из Азербайджана. Такой, еще раз говорю, ханжал в спину. Они там рассчитывали, что президент Алиев приедет на победобесие. Алиев не приехал. Вот, и вот видите, даже вот сделал таким вот образом. Но это, в принципе, абсолютно справедливо, потому что никакой Великой Отечественной войны, конечно же, никогда не существовало. Это все прикрытие для того, чтобы скрыть роль Советского Союза. Вообще выдумка Великой Отечественной войны как таковой, это попытка прикрыть роль Советского Союза и участие в войне Советского Союза на стороне фашистской Германии с 1939 по 1941 год. У меня, кстати, я на телеграм-канале опять-таки вывесил очень интересную фотку с тех времен, да. Вот им не повезло, что тогда очень много, допускали журналистов тогда советских, это же официальной журналистика была, да, и они очень много фотографировали, то Молотова с Риббентропом и на пленку снимали, то с братающихся советских и немецких солдат, вот, а я вывесил на телеграм-канале, там сейчас можете тоже пройти посмотреть, там фотка интересная, люблю я хронику советскую тех времен, 1939 год, немецкие солдаты в Польше встречают советские танки с цветами, просто замечательно, как говорится, вишенка на торте.